Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Космос обманчив. Когда мы смотрим на снимки с Хаббла или Джеймса Уэбба, мы видим величественную, холодную пустоту, украшенную драгоценными камнями галактик. Это выглядит мирно. Но если бы наши глаза могли видеть не только узкий спектр видимого света, а весь диапазон энергии, Вселенная предстала бы перед нами не как океан спокойствия, а как бушующее поле битвы. Пространство пронизано невидимыми пулями, летящими со скоростью света, и штормами, способными разорвать ДНК на куски. Когда мы говорим «радиация», в голове обывателя обычно возникает образ значка биологической опасности, Чернобыля или светящегося зеленого урана из мультфильмов. Это опасное упрощение. В космосе слово «радиация» – это зонтичный термин для целого зоопарка явлений. Чтобы понять, с чем столкнется экипаж корабля, летящего на Марс, нужно разделить врагов на классы. Есть легкая пехота, электромагнитные волны. Сюда входят радиоволны, микроволны, видимый свет. Они, как правило, не ионизирующие. Да, ультрафиолет может вызвать рак кожи, но от него легко закрыться тонким слоем обшивки. Настоящий ужас начинается там, где энергия становится запредельной. Это ионизирующее излучение, рентген, гамма-лучи и, что самое страшное, частицы материи. Представьте себе атом как миниатюрную солнечную систему. Ионизирующее излучение – это артиллерийский снаряд, который влетает в эту систему и выбивает электроны с орбит, превращая стабильный атом в агрессивный ион. В космосе этот обстрел ведут два главных игрока. Первый – наше собственное Солнце. Оно не просто светит, оно дышит солнечным ветром, потоком протонов и электронов, иногда оно чихает, происходят корональные выбросы массы и протонные шторма. Это похоже на внезапный ливень из кипятка. Второй игрок куда опаснее и коварнее. Это галактические космические лучи, ГКЛ. Они приходят из глубин Вселенной, рожденные в катаклизмах умирающих звезд и взрывах сверхновых. Это тяжелая артиллерия, разогнанные почти до скорости света ядра гелия, ионы железа, кремния. Если солнечный протон – это пуля из пистолета, то ион железа из галактических лучей – это пушечное ядро. От него почти невозможно спрятаться. Многие задаются вопросом: мы же летаем на МКС годами, почему мы не можем также полететь на Марс? Ответ кроется в геометрии и физике нашей планеты. Земля – это крепость. У нас есть два щита – плотная атмосфера, эквивалент 10-метрового слоя воды, и мощное магнитное поле. Магнитное поле работает как силовое поле в фантастических фильмах. Оно отклоняет заряженные частицы, заставляя их огибать планету. Эти захваченные частицы скапливаются в ловушках, называемых поясами Ван Аллена. Астронавты на МКС находятся на низкой околоземной орбите, около 400 километров. Они все еще под зонтиком магнитного поля Земли. И даже там, всего в 400 километрах от поверхности, они получают дозы, немыслимые для обычного человека. Когда они пролетают над южноатлантической магнитной аномалией, брешью в нашей магнитной броне, уровень радиации подскакивает, и компьютеры начинают сбоить. Но стоит вам покинуть орбиту Земли, как вы оказываетесь в открытом океане под палящим солнцем радиации. На Луне или в полете к Марсу защиты нет. Там только вы, тонкая стенка корабля и бездна. Опасность радиации – это не только биологическая проблема, это инженерный кошмар. Мы привыкли думать, что машины неуязвимы, но космос доказал обратное. Вспомним 1962 год. Холодная война была в разгаре, и США провели испытания ядерного оружия в космосе под кодовым названием Starfish Prime. Взрыв создал искусственный радиационный пояс вокруг Земли. Результат был катастрофическим для зарождающейся космонавтики. Спутник Telstar, символ новой эры связи, и еще 6 аппаратов вышли из строя. Их электроника просто сгорела от передозировки радиации, которую создали сами люди.
Или возьмем миссию Галилео к Юпитеру. Юпитер – это не просто планета. Это монстр с чудовищным магнитным полем, которое разгоняет частицы до невероятных скоростей. Звездный сканер Галилео, глаз корабля, постоянно слеп. Частицы высокой энергии бомбардировали датчики, и компьютер принимал эти вспышки за реальные звезды, теряя ориентацию в пространстве. Инженерам пришлось проявлять чудеса изобретательности, переписывая софт на лету, чтобы научить корабль отличать шум радиации от света далеких звезд. Радиация воздействует на технику двумя путями. Первый – это накопление дозы, материал деградирует, линзы мутнеют, изоляция разрушается. Второй – это одиночные события – Single Event Effects. Одна единственная заряженная частица может попасть в транзистор процессора и переключить бит с 0 на 1. Это может привести к безобидной ошибке в расчетах, а может – к команде на отключение двигателей или раскрытие шлюзов. Но если транзистор можно перезагрузить или экранировать, то с человеком все сложнее. Мы – мягкие машины, сделанные из воды и сложных молекул. Когда высокоэнергетическая частица, например, тяжелый ион железа, попадает в тело, она работает как шар для боулинга, брошенный в стекольную лавку. Она ионизирует атомы, разрывает химические связи. Самое страшное происходит в ядре клетки. ДНК – это инструкция по сборке и работе клетки. Радиация может разорвать эту спираль. Организм умеет чинить ДНК. Но если повреждений слишком много или они слишком сложные, двойные разрывы, механизм починки дает сбой. Клетка либо умирает, либо сходит с ума и начинает бесконтрольно делиться. Так возникает рак. В дальнем космосе астронавтов ждут два типа угроз. Первая – острая лучевая болезнь. Представьте, экипаж летит к Марсу. Внезапно на Солнце происходит мощнейшая вспышка, корабль накрывает протонный шторм. Без надежного убежища астронавты начнут испытывать тошноту, рвоту, разрушение костного мозга. Это может убить за считанные дни или недели. Вспомните солнечный шторм 1989 года. Если бы астронавты Аполлона оказались на Луне в такой момент без защиты, они могли бы не вернуться. Вторая угроза – хроническое облучение. Это постоянный дождь из галактических лучей. Вы не чувствуете боли, но каждый день ваши клетки стареют быстрее. Повышается риск катаракты, болезнь хрусталика, распространенная у ветеранов космоса, сердечно-сосудистых заболеваний и дегенерации нервной ткани. Некоторые исследования показывают, что длительный полет может повредить когнитивные функции мозга. Долететь до Марса, забыв, как сажать корабль, не лучший финал миссии. Казалось бы, решение очевидно. Постройте корабль с толстыми стенами, свинец, бетон, сталь. Но здесь в игру вступает жестокая экономика космических полетов. Во-первых, вес. Каждый килограмм, отправленный на орбиту Марса, стоит безумных денег и требует огромного количества топлива. Сделать корабль с метровыми свинцовыми стенами невозможно с современными двигателями. Во-вторых, физика подкидывает нам сюрприз под названием вторичное излучение. Если вы попытаетесь остановить высокоэнергетическую частицу, например, космический луч, с помощью тяжелого материала вроде свинца или алюминия, произойдет катастрофа. Частица врежется в ядро атома защиты. И это столкновение породит ливень новых частиц – нейтронов, гамма-квантов. Это называется тормозным излучением. Вместо того, чтобы защитить экипаж, такая броня становится усилителем опасности. Одна частица снаружи превращается в 10 внутри. Парадоксально, но лучшие материалы для защиты от радиации легкие. Водород вот идеальный щит. У него нет нейтронов в ядре, и он эффективно рассеивает энергию удара, не создавая вторичного ливня. Поэтому инженеры смотрят в сторону полиэтилена. В нем много водорода и воды. Раз пассивная броня тяжела и опасна, может, нам стоит подражать Земле. Идея активной защиты – создание искусственного магнитного или электростатического поля вокруг корабля – звучит как научная фантастика.
Но это реальное направление исследований. Представьте корабль, который генерирует вокруг себя плазменный кокон или магнитный пузырь, отклоняющий заряженные частицы. Это решило бы проблему веса и вторичного излучения. Проблема в энергии. Также ученые возлагают надежды на новые материалы. Нанотрубки из нитрида бора, насыщенные водородом. Они прочные, легкие и обладают отличными защитными свойствами. Возможно, именно из них будут сотканы скафандры будущего. Если полет на Марс кажется сложным, то межзвездные путешествия переводят проблему радиации в разряд «почти невозможно». Когда мы говорим о полете к звездам, мы подразумеваем релятивистские скорости, значительный процент от скорости света. И тут физика наносит еще один удар. Кроме того, мы очень мало знаем о том, что происходит за пределами гелиосферы, магнитного пузыря Солнца. Зонды Voyager вышли в межзвездное пространство, но их приборы устарели на полвека. Нам нужны новые миссии, чтобы просто пощупать среду, в которую мы собираемся окунуться. Сегодня мы находимся в странной точке истории. Мы знаем, как построить ракету до Марса. Мы знаем, как обеспечить экипаж едой и воздухом. Но мы не знаем, как гарантированно уберечь их от невидимой смерти, пронизывающей космос.